Дорогие друзья, приветствую вас на лекции, приуроченной к Day Zero, дню, который был придуман и будет реализован командой ICPC совместно с Московским физико-техническим институтом, а также при участии глобальных и локальных партнеров и спонсоров чемпионата по спортивному программированию для студентов ICPC. ICPC это очень круто, и МФТИ тоже. Как вы знаете, финал ICPC был запланирован к проведению в Москве в июне этого года. Однако в связи с текущей ситуацией, вы знаете какой, событие было перенесено на 2021 год и пройдет с 19 по 24 июня в Москве на площадке Центрального выставочного зала «Манеж». МФТИ принимающий вуз, который заслужил это право благодаря своему бесспорному лидерству в информатике и математике. В ожидании этого грандиозного события ICPC запускают образовательную платформу, называется University Commons, на которой будут собраны лучшие отраслевые и академические практики для получения и обмена знаниями о спортивном программировании. А первым мероприятием этого цикла станет Day Zero, нулевой день чемпионата ICPC 2020 года. В этот день, 27 июня этого года, представители мирового сообщества ICPC и все, кому было бы интересно к ним присоединиться, встретятся онлайн, чтобы познакомиться с победителями отборочных турниров 2020 года, вдохновиться историями легендарных выпускников ICPC и, конечно, прокачать навыки спортивного программирования. Мне лично особенно приятно, что сквозной темой Дня Zero в этом году стала теория графов. Как я люблю графы, товарищи. Надеюсь, мне удастся заинтересовать этой темой тех, кто только начинает свой путь в программировании, и, конечно, порадовать катарсисами тех, кто уже готов испытать свои силы в решении задач на графы на большом международном онлайн-турнире ICPC Challenge, который пройдет в рамках Day Zero. Являясь директором финала ICPC в Москве, я хотел бы выразить от лица Московского физико-технического института особую благодарность правительству Москвы и Департаменту информационных технологий города Москвы за поддержку инициативы трансляции данной лекции, а также за поддержку в организации чемпионата в целом. Это очень круто, товарищи, спасибо. И, конечно, приглашаю всех присоединиться к нам 27 июня. Бесплатная трансляция начнется в 10:30 по московскому времени. Для просмотра предварительная регистрация не нужна. Чтобы принять участие в турнире ICPC Challenge, регистрация понадобится. Информацию про программу дня, расписание, темы лекций и прочие подробности можно найти на сайте. Будем рады видеть вас. Приходите. Так, друзья, добрый день. Давайте я вас порадую какой-нибудь замечательной теорией графов. Не знаю уж, кто из вас, что знает, что не знает, но, наверное, я все-таки предполагаю, что слово «граф» не в контексте, не в контексте титула, а в контексте математического объекта присутствующие все-таки знают. Иначе, конечно, будет немножко печально. Все знают граф, да, граф — это такой объект, у которого есть вершины, есть ребра. А я хочу рассказать про то, как можно с помощью графов решать абсолютно практические задачи. А именно я хочу рассказать про ту вещь, которой сам занимался. У меня целое подразделение до сих пор этим занимается. И в Яндексе мы этим занимались. Вот сейчас на физтехе есть у нас большая лаборатория, в которой очень такие мощные компетенции в этой области собраны. То есть это прям для практики нужная вещь. Но рассказать я хочу про модели математические, с помощью которых можно описывать поведение такой замечательной истории, как интернет. Товарищи, я догадываюсь, что не только слово «граф» вы знаете как математический объект, но и слово «интернет» вы знаете, может быть, лучше меня. Например, я очень люблю исследовать социальные сети, но сам в социальные сети особенно не состою. Как-то нет времени этим заниматься. А вы наверняка знаете прекрасные сети и сайты, и как по ним искать. Вам, наверное, кажется, что интернет устроен абсолютно хаотично. Или наоборот, может быть, есть кто-то из вас, кто верит в то, что есть какие-то там закулисные силы, которые управляют интернетом, направляют его как-то. На самом деле, конечно, есть прямо законы природы, если угодно, законы физики, которые управляют поведением любой сложной сети. И интернет, как сложная сеть, это большущий граф, который подчиняется определенным статистическим закономерностям, и эти закономерности можно математически описывать
для того, чтобы потом отлаживать интересные алгоритмы, искать спам, искать какие-то breaking news, как говорят, да, срочные новости, которые надо показать в топе Яндекса или еще где-то. В общем, вот это интересная история, какое-то введение в эту интересную историю я вам сейчас расскажу, а на самом деле это огромная большая тема, и вот я уже говорил, что и Яндекс, и целая лаборатория на физтехе этим занимаются с огромным воодушевлением. Значит, ну, смотрите, какой граф возникает в связи с интернетом, это еще вопрос. На самом деле можно по-разному интерпретировать. Давайте считать, что вершины этого графа, я их так условно кружочками рисую, это сайты в интернете. Значит, вершины — это сайты. Хотя, почему вопрос, можно, конечно, и странички тоже рассматривать как вершины. И, в принципе, в интернете есть другие разные сущности, типа хостов. Ну, я в эти детали влезать уже, конечно, не собираюсь. Давайте считать, что сайт — это и есть вершина того графа, который нас интересует, и который, как вы понимаете, действительно огромен. У него сейчас миллиарды вершин, и с течением времени он только растет и ширится. Да? Значит, у этого графа есть ребра. Значит, ребра — это гиперссылки, ну просто ссылки, по которым с одного сайта можно переходить на другой. Естественно, как вы понимаете, если мы хотим полностью сохранить информацию о том графе, который мы имеем в природе, мы, наверное, должны рисовать стрелочки, направленные на этих ссылках, потому что все-таки, по идее, это важно, с какого сайта на какой вы можете перейти по этой ссылке. Скажем, с сайта кафедры дискретной математики, физтехшколы прикладной математики и информатики легко попасть на сайт компании Яндекс. И вот очень интересный вопрос, а можно попасть с сайта компании Яндекс на сайт кафедры дискретной математики? На сайт ФПМИ точно можно, а вот на сайт кафедры ДМ это еще вопрос. Думаю, что можно. Да, ДМ очень крутая кафедра, потому что я ей советую. Вот, ну ладно, ФПМИ тоже я руковожу. Так, теперь смотрите. Стрелочек может быть несколько, идущих в одну сторону, потому что разные странички внутри одного сайта могут также цитировать разные странички внутри другого. Поэтому мы можем рисовать сразу несколько стрелочек, опять же, если мы желаем сохранить максимум информации о том графе, который у нас возникает в интернете. Естественно, стрелочки в другом каком-то количестве могут идти и назад, может не быть ни одной, если соответствующих ссылок нету. Вот. А могут быть такие сущности, которые называются петлями. То есть, в принципе, могут быть странички внутри одного сайта, которые цитируют друг друга, и тогда образуется петля в этом графе. То есть вот этот граф совершенно не является обыкновенным, в нем допустимо все, и петли, и кратные направленные ребра, все, что хотите. То есть кажется, что это действительно какая-то хаотичная, жуткая структура, в которой бешеное количество разных возможных связей, могут быть даже кратные петли, потому что, опять же, несколько пар страничек цитируют друг друга внутри одного сайта, вот у вас образовались кратные петли, почему бы нет? В общем, это я нарисовал безумно маленький кусочек реального веб-графа. Значит, этот объект называется веб-граф, замечательный совершенно объект, казалось бы, очень сложно устроенный, но на самом деле, знаете, как вот если поглядеть на него из космоса, то все разбито на такие аккуратные клеточки, да, ну или не из космоса, а из самолета, как поля, когда смотришь на них из иллюминатора. Вот здесь какая-то такая же история. То есть кажется, что хаос, кажется, что, может быть, кто-то управляет. Да, управляет Господь Бог, управляет закон физики. На самом деле люди все равно организуются в сообщество по определенным закономерностям. И эта, казалось бы, хаотичная структура подчиняется определенным правилам, которые воспроизводимы в эксперименте. То есть и в 90-е годы, когда интернет только зарождался для общего пользования, и в 2000-е, и вот в нынешние уже 20-е годы, эксперимент показывает, что многие характеристики этого графа сохраняются безумно удивительным образом устойчиво. Вот давайте я расскажу про эти характеристики, немножко слов сказав про то, кто эти характеристики в свое время впервые пронаблюдал. Значит, были такие два забавных исследователя, я напишу фамилии английскими буквами. Они, слава богу, живы и по сю пору, оба этих исследователей, они очень известны, очень популярны. Значит, одного зовут, вот если вы прочитаете это на какой-то условно латинский манер, то у вас, наверное, получится Барабаси, но он читается Барабаши. Барабаши, такая довольно забавная фамилия. Значит, она венгерского происхождения, но сам физик, он физик по специальности, сам физик Барабаши работает в Америке, в США живет и там, в общем, занимает очень крупную исследовательскую позицию.
А вторая фамилия исследователя Альберт. И это женщина. Значит, тут есть тонкость. Почему я упоминаю гендерные такие принадлежности? Тонкость вот в чем. Дело в том, что Барабаш – мужчина, да, вот Альберт – женщина. А статью свою они опубликовали в 1999 году именно с таким порядком соавторства. Ну, это как-то выглядит не очень политкорректно, так не очень круто, да. Барабаш по алфавиту позже стоит, чем Альберт. И вообще девушкам надо место вперед уступать. Вот. Но у меня есть полушуточная интерпретация того, почему так произошло. Значит, я больше никаких комментариев давать не буду. Вот я не утверждаю, что так оно и есть, но интерпретация такая. Самого Барабаша зовут Альберт. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Вот. Ну, в общем, это два исследователя физика, которые вот уже больше 20 лет назад начали исследование на тот момент гораздо более маленьких веб-графов, вот этих вот страшных, казалось бы, конструкций, на предмет каких-то устойчивых свойств, которыми они обладают, чтобы дальше на основании этого строить какие-то модели и, как я уже говорил, применять для алгоритмов и так далее. Вот, значит, что они пронаблюдали? Сразу такой дисклеймер, они пронаблюдали некие три свойства, о которых я расскажу. Естественно, за прошедшие 20 с лишним лет пронаблюдали люди массу других свойств. И даже почти сразу появилась куча работ, которые цитировали этих товарищей, исследовали какие-то дополнительные характеристики, но я просто за эту вводную лекцию все не расскажу. Это предмет для большого-большого курса. И этот курс у меня, кстати, тоже есть. Вот, ну хорошо. Значит, давайте, наверное, первое свойство называется веб-граф. Ну, веб-граф понятно, это свойство веб-графа. Веб-граф разреженный. Но тут я должен, наверное, поработать не только с алгоритмической или математической составляющей этой лекции, но и с ее языковой, лингвистической или филологической, если хотите, составляющей. Дело в том, что люди, как мне опыт показывает, слово «разреженный» не очень понимают. Ну, если заострить их внимание, понимают, но как-то потом перестают понимать, и вместо «разреженный» начинают писать, извините, «разряжен». У меня даже аспирант был замечательный совершенно на физтехе, очень крутую диссертацию написал по этой теме, прекрасно, с блеском защитился, но одна из версий диссертации, первых, которые мне поступили, содержала вот это вот несчастное слово «разряженный». Значит, он, конечно, не разрядился как батарейка, и он не нарядился на какой-то праздник. Разреженный он в смысле как грядку проредили, редкий он. У него ребер мало, то есть, вот казалось бы, могут быть эти кратности, в разные стороны ребра могут идти, петли даже могут быть кратными, и тем не менее ребер-то в нем мало. Но вот давайте аккуратно подумаем, что значит в нем мало ребер. Пусть у него n вершин, ну там на момент исследования Барабаша Альберт, допустим, их было там 20 миллионов, а сейчас их уже десятки миллиардов. Ну вот n какой-то там в какой-то момент времени мы наблюдаем, столько у него вершин. Сколько у него могло бы быть ребер? Ну, очевидный ответ на вопрос сколько угодно. Если мы можем проводить даже петли в любом количестве, то, вообще говоря, сколько угодно, все зависит от размеров тех сайтов, которые на тот момент существовали. Вот на этот момент с n-вершинами. Вот. То есть ребер, конечно, может быть сколько угодно. Но даже если мы избавимся от всех вот этих стрелочек, обедним структуру, избавимся от петель, избавимся от кратностей, и будем считать, что между любыми двумя вершинами либо ребро идет, либо не идет. Ну, такой совсем простой граф. У него нет пусть ни петель, ни кратных ребер, ни ориентации. Ну, ничего нет. Вот совсем обыкновенный, простой, тупой граф. Но даже у него может быть c из n по 2 ребер, если все возможные ребра провести. А вот это-то все знают. Но это я могу рассказать, это очень просто. Но давайте я пока не буду это рассказывать. Если вдруг это вызовет какой-то ужас, какие-то вопросы, то я тоже готов это на соответствующем чат-руме или когда там это будет прокомментировать. Вот. Ну что такое c из n по 2? Это же понятно, это сколькими способами из n объектов можно выбрать 2. Ну давайте я по-другому напишу. Вот такая формула, наверное, всем должна быть знакома. Если мы каждые две вершины соединяем, и вершин всего n штук, то таких соединений будет n умножить на n-1 пополам, ну а это примерно n в квадрате пополам. Так вот, разреженность, малость количества ребер в реальном веб-графе, каким мы его наблюдаем устойчиво годами и десятилетиями,
она, оказывается, в следующем смысле имеет место. Оказывается, что у веб-графа на n вершинах устойчиво количество ребер ведет себя как m умножить на n, где m — это некоторое фиксированное число, ну, скажем, 10. То есть это примерно 10 умножить на n. Но представляете, если n — это 20 миллионов, тогда 10n — это 200 миллионов. А если мы в эту формулу подставим 20 миллионов, то нам придется 20 миллионов умножить, виноват, почти на 10 миллионов. И это как-то больше, чем 20 миллионов умножить на 10. Это очень реденький граф. Здесь квадратичная по числу вершин функция, а здесь, что называется, линия прямая, да? Линейная функция, медленно растущая. Вот, поэтому он считается разреженным. Не считается, а просто фактически является таковым. Разреженный граф. Вот такое вот замечательное свойство. И его надо обязательно зашивать в те модели, которые мы хотим построить, коль скоро мы их хотим построить. А мы хотим, это для практики важно. И просто красиво. Так, давайте я немножко подготовлю себе доску, чтобы рассказать второе наблюдение, которое сделали товарищи, и которое мы устойчиво наблюдаем и по сю пору. Ну, это второе наблюдение, оно как раз общеизвестное. Про это даже попсовое кино сняли. Вот. Ну, я думаю, что действительно это все знают. Это называется 6 рукопожатий. Знаете, что такое 6 рукопожатий, товарищи? Ну вот сидели бы вы прямо передо мной, я бы сейчас просил поднять руки тех, кто знает, что такое 6 рукопожатий. Я думаю, что, ну так, лес рук был бы. То есть очень многие, конечно, знают, что если вы возьмете любых двух людей в мире, то всегда можно найти какую-то цепочку промежуточных знакомств, длины не больше, чем 6, по которой вот от первого человека до второго можно добраться. То есть он с кем-то знаком, тот с кем-то знаком, и по такой вот цепочке взаимных рукопожатий мы дойдем до второго человека. И эта цепочка будет иметь длину не больше 6. Ну, конечно, в наше карантинное время рукопожатия немножко как бы вроде неуместны, да, но вот 6 рукопожатий. Вот оказывается, что в интернете и вообще во многих других сложных сетях, которые возникают в природе, а таковых масса, кстати, это не только социальные сети, это, например, сети межбанковских взаимодействий, это могут быть сети каких-то биологических взаимодействий между белками. Очень много разных сетей в природе образуется, и все они похожи на интернет, или интернет похож на них на все, и в этом тоже некоторый пафос. Так вот, второе свойство можно выразить такими словами. Диаметр, это теоретико-графовый термин такой, диаметр веб-графа в зависимости от интерпретации это какая-то чиселка от 5 до 20. Ну, то есть это условно 6 рукопожатий, понимаете? Диаметр. Что такое диаметр? Ну, вот если вам дан какой-то граф, у него есть какие-то вершины, есть какие-то ребра, он может быть большой, то расстояние между двумя вершинами, как вы наверняка знаете, это, в общем, очень естественно знать людям, которые изучают алгоритмы, расстояние между двумя вершинами — это длина кратчайшего пути. Ну, это связанный граф, конечно, то есть между любыми двумя вершинами есть какой-то маршрут, значит, можно пройти и по пути по какому-то. Выбираем самый короткий, количество ребер в этом самом коротком маршруте, пути, оно и называется расстоянием между этими вершинами. Соответственно, диаметр графа — это максимальное расстояние, какое только реализуется между какими-либо двумя вершинами в этом графе. Ну, так вот, диаметр очень естественно. Диаметр круга — это же что такое? Это не просто удвоенный радиус, а это самое большое расстояние между точками в круге. Но также здесь самое большое расстояние между вершинами в графе называется диаметром. Так вот, диаметр — это и есть те самые 6 рукопожатий, да? Если мы говорим, что диаметр, скажем, не больше 6, это означает, что между любыми двумя вершинами можно пройти, кликая не более 6 раз по гиперссылкам. Да? В конце концов мы окажемся в нужной точке, выходя откуда-то, придем туда, куда нужно. Другой вопрос, как найти это кратчайшее расстояние, но тут, я думаю, что алгоритмисты знают, тут, конечно, вопрос, насколько, так сказать, велик, высок уровень сейчас присутствующих здесь молодых людей,
ну, там, какой-нибудь алгоритм Dijkstra можно запустить. Это отдельный вопрос, который мы, конечно, можем обсуждать в дальнейшем. Сейчас я рассказываю о том, не как посчитать диаметр, а о том, что они, посчитав его, пронаблюдали вот это свойство, и, о радость, о чудо, оно оказалось устойчивым, то есть сохраняется с течением времени, и вот эти чиселки, они не меняются уже больше 20 лет. Вот. Ну, это еще называется мир тесен, да? Это прямо такой термин. Small world по-английски, мир тесен. Значит, и третье наблюдение, оно самое продвинутое. И вот третье свойство, давайте оно посложнее. Ну, я сейчас постараюсь так рассказать, чтобы было максимально понятно, но оно кого-то может кокнуть. Значит, если, товарищи, вы еще не знаете, у меня есть два принципа. Главное, чтобы не кокнуло, и важно, чтобы был катарсис или катарсис. Там все равно, как ставить ударение. Вот. Но третье свойство может кого-то кокнуть, но потерпите. Мы вас, как называется, не больно зарежем. Чик, и вы на небесах. Так, значит, вот третье свойство называется степенной закон распределения степеней вершин. Прям вот так и напишу. Это уже звучит страшно, поэтому на небесах можно оказаться только от одного названия свойства. Ну, мир тесен, все понятно. А тут степенной закон, но оно-то самое важное. Распределение степеней вершин. Самое важное из этих трех. Есть еще другие, которые тоже очень важны, но я думаю, что я этими тремя ограничусь. Степенной закон распределения степеней вершин. Жуть какая. Причем сразу скажу, что вот слово «степень вершины», я сейчас поясню, что это такое, никакого отношения к слову «степенной закон» само по себе не имеет. То есть вот здесь корень степень, да, и здесь корень степень, они разные природы, разные по смыслу. Сейчас вы поймете, я надеюсь. Я очень постараюсь сделать так, чтобы было максимально понятно. Ну, во-первых, что такое степень вершины в принципе? Ну, это просто количество ребер, которые имеют в качестве своего конца эту вершину. Если граф направленный, ориентированный, то это, ну, если угодно, суммарное количество ребер, которые входят в эту вершину и выходят из нее. Суммарное количество таких ребер. Но если это обыкновенный граф, вот как здесь нарисовано, у него нет никаких стрелочек, тогда степень — это просто количество ребер, которые примыкают к этой вершине. Вот здесь степень 2, скажем, здесь тоже степень 2, а вот здесь у этой вершины степень 3. Вот. Ну, если граф, опять же, ориентированный, то можно различать входящие и исходящие степени, но мы будем говорить про суммарную степень для простоты, просто, ну, как бы, что, время-то тратить, много есть интересного, а я так вот крупными мазками постараюсь это максимально рассказать. Вот. Здесь слово «степень» означает именно это, количество связей внутри одной вершины. А вот это слово «степенное», оно относится к некоторому характеру поведения какой-то функции. Ну, сейчас я скажу, какой. Значит, нас интересует вот что. Мы берем n, это число вершин нашего графа, число сайтов, число вершин, и мы берем d. Это некоторое число, ну, которое, наверное, меньше, чем n, и это будет количество вершин степени d вот в этом веб-графе. То есть нас интересует, сколько есть вершин степени d. Ну, например, вот в этой конкретной картинке вершин степени 2, раз, два, 3 штуки. А вершин степени 3 одна, ну и вершин степени 1 тоже одна. Вот. Нас интересует количество вершин степени d, d может быть 100, например, граф может быть на нескольких миллиардах вершин. Вот нас интересует количество вершин степени 100 на 10 миллиардах вершин, если сейчас, например, столько сайтов. Вот давайте я так и напишу. Зачем черточка, вы тоже скоро поймете. Я здесь напишу количество или число вершин веб-графа, ну, я напишу просто веб для краткости, количество вершин веб-графа степени d. А эта черточка — это дробь. В знаменателе я нарисую просто n. Это количество всех вершин нашего веб-графа. То есть, если вы немножко себе представляете, что такое банальная вероятность, знаете, кинули симметричный игральный кубик, с какой вероятностью выпадет какая-то сторона? Ну, конечно, с вероятностью 1/6, сторон-то 6, и они все равновозможны. Вот так же и здесь. Фактически вы, как бы закрыв глаза, наугад выбираете один сайт из n присутствующих в вашем веб-графе, и затем считаете вероятность того, что этот сайт имеет
степень равную d. Вот вероятность того, что этот сайт имеет степень равную d, это и есть вот такая вот дробь. Число вершин, число сайтов в степени d поделить на количество всех сайтов. Ну, такая очень естественная характеристика. Доля сайтов, доля вершин реального веб-графа, каждая из которых имеет заданную наперед одну и ту же степень, равную числу d. Так вот, это все понятно. Кокает в тот момент, когда я говорю про то, что же такое степенной закон. То есть про то, что же, собственно, наблюдается в природе, причем устойчиво годами, десятилетиями. А оказывается, что это примерно равно следующей величине. c, что такое c, я скоро поясню. Это некоторая константа. Она не зависит ни от d, ни от n, ни от чего. Ну, какое-то число конкретное. Я скажу, как его получить. Вот. Поделить, а вот это ужас, летящий на крыльях ночи, на d, ну, ладно бы на d, это было бы не страшно. Но вот здесь вот надо d возвести в степень 2,3. Знаете, какая-то постоянная авогадро. Вот закон природы, да? Вообще, как возводить d в степени 2,3? Ну, так, я думаю, что школьники, которые занимаются IT, все-таки знают, что возвести в дробную степень, это понятно, что такое. Это надо, вот в данном случае надо возвести в 23-ю степень и извлечь корень 10-й степени. Ну, вот так вот, на минуточку, да? То есть что-то типа d квадрат умножить, например, на корень кубический из d. Но все-таки это не корень кубический, а это d в степени 0,3. Откуда? Как? Ну так вот Господь Бог природу устроил, понимаете? Вот так вот сеть развивается. И это не меняется с годами. Вот эта чиселка загадочная 2,3, она не то что с годами, она никогда не меняется. Это некая такая вот постоянная авогадро, да, такой вот физический закон природы развития сетей. Благодаря этому можно строить устойчивые модели, благодаря этому можно отлаживать алгоритмы на сетях, применять это где угодно. В Huawei, который главный спонсор ICPC, понимаете, в Яндексе, для которого это важно с точки зрения поиска спама и так далее. И мы это применяли и продолжаем применять. Вот совершенно удивительно, как C искать? Ладно, допустим, мы поверили, что это откуда-то взялось. Как C искать? Ну, на самом деле очень просто. Смотрите, если мы возьмем сумму левых частей этого равенства, вот этих дробей, сумму этих дробей по всем d. Для d равного единице посчитаем, чему это равно, для d равного двойке посчитаем, для d равного тройке и сложим. Ну, в сумме-то единица получится, это очевидно, потому что в числителе мы отдельно посчитаем, сколько вершин у веб-графа степени 1, веб-граф связен, сколько вершин степени 2, сколько вершин степени 3. Когда мы все это сложим, мы же единицу-то получим. В числителе будет n, общее число вершин, а в знаменателе тоже n, то есть единица образуется. Ну так и здесь должна быть единица. То есть складываете по всем d вот такой вот ряд и получаете единицу. Отсюда c находится. Ну там получается некоторая константа. То есть вот это c, оно не очень интересно. Интересно то, что вот такая штука вылезает. И вот здесь объяснение слова «степенной». Слово «степенной» относится к вот этой степени. То есть скорость убывания вероятности вытащить вершинку степени d в зависимости от этого d. Она степенная по d. Она величина степени d. Не экспонента, там, не 1 поделить на 2 в степени d. Не логарифм там какой-нибудь, не бог знает что еще, а именно константа поделить на d в какой-то степени. И вот поскольку на d в какой-то вот в этой загадочной степени, то это называется степенной закон. Вот теперь, я надеюсь, понятно, что степень вершины — это вот количество вершин, количество ребер, которые примыкают к данной вершине, а здесь слово «степенной» к этому формально никакого отношения не имеет. Закон возникновения вот этой доли, он степенной по d. Причем с вот этой вот очень загадочной штуковиной 2,3, которая наблюдается устойчиво годами. Вот это вот третье наблюдение. Теперь последняя часть лекции немножко про модели. Итак, про модели. Собственно, ну как вот их строить? Можно по-разному это делать, но понятно, что нужно зашить в модель все хотя бы эти три свойства, которые мы сейчас имеем. Но надо породить какую-то идею. Но вот главная идея, с которой выступили, собственно, Барабаш и Альберт, и потом очень многие ее подхватили, состояла в том, чтобы эту модель тоже реализовать вероятностно.
То есть в терминологии как бы случайного графа. Знаете, как плывет по небу тучка, наполненная графами. И кап, из нее капнул граф. С какой вероятностью конкретный граф капнет на вас? То есть вы заранее не знаете, какой граф на вас капнет. С какой вероятностью? Ну вы скажете, давайте посчитаем количество всех графов и будем говорить, что вероятность это 1 поделить на это количество. Ну, примерно как вот здесь, да? Нет, нехорошо. Потому что если так распределить вероятности между графами, то есть тучку покрасить равномерно в белый там, или черный цвет, так что из любой части тучки капает с одной и той же вероятностью, то у вас, скорее всего, не получится вот эти свойства. Это можно легко проверить. То есть искусство на самом деле построения модели, которую потом можно имплементировать на компьютере и запускать алгоритмы, искусство построения модели — это искусство подобрать вероятности для графов. То есть разные графы из тучки будут капать на вас с разными вероятностями, и только тогда с вероятностью близкой к единице окажется, что в таком вот случайном графе, в графе, у которого тучка покрашена немножко в разные цвета, и из более черной части капает с большей вероятностью, из более белой части с меньшей. Вот. Если вы так правильно распределите вероятности по графам, то с вероятностью, стремящейся к единице с ростом числа вершин, у вас будут реализовываться все 3 свойства. Это некое искусство математическое, которое тоже требует больших знаний и умений. Но давайте я расскажу сначала про общую идею Барабаши и Альберт, которая на самом деле очень долго и подробно изучалась впоследствии, реализовывалась с разных точек зрения. Для этого я, конечно, сотру с доски. Вот. А потом буквально за несколько минут, наверное, еще скажу про то, какие были конкретные реализации для этой идеи и какие замечательные для них результаты получились. Но, вероятно, уже во всех подробностях я там рассказывать не стану, потому что времени у нас не так много, а лекция вводная, да ведь? Вот, поэтому хочется рассказать просто какие-то общие идеи, а потом, если у нас будет возможность, я с удовольствием расскажу массу действительно глубоких подробностей. Это можно доводить до какой угодно степени глубины. Итак, идея Барабаши и Альберт состояла в том, чтобы организовать так называемое предпочтительное присоединение. Сейчас очень просто поясню, что это значит. Предпочтительное присоединение. Идеологически все очень просто. Это называется «к деньгам деньги», а к ссылкам ссылки. Ну, знаете, чем богаче человек, тем больше к нему денег в результате и приходит. Чем беднее, тем и, к сожалению, меньше. Вот здесь также со ссылками идея такая. Начинаем с какого-то графа. Считаем, что в начальный момент времени интернет состоял из некоторого количества вершин, как-то там перелинкованных ребрами, может быть, вообще из одной вершины. Вот. Ну, какой-то такой вот начальный граф берем в качестве стартового. А дальше начинаем присоединять на каждом шаге по одной вершине. То есть такой итеративный алгоритм строим. Добавляем одну вершину, очередную. Но надо добавить сколько-то ребер. А как вы думаете, сколько ребер надо добавить? А вы помните свойство разреженности? Нам же хочется добиться, чтобы на n вершинах было примерно m умножить на n ребер. Ну так, наверное, как только появляется очередной сайт, если мы хотим реализовать вот эту историю, он должен отправить в какие-то предшествующие сайты m штук ссылок, правильно? Если каждый раз при появлении очередной вершины, то есть очередного сайта, будет возникать m новых ребер, то, наверное, вот это вот свойство будет вполне себе реализовано. То есть это базовая вещь, это понятно. Другое дело, вы мне скажете, да елки-палки, а с какой радости каждый сайт будет строить именно m ссылок? Ну, какой-то сайт поставит мало ссылок, какой-то поставит много. Но, товарищи, это модель. И вопрос о том, работает эта модель или нет, это вопрос скорее о том, насколько в итоге она получается похожей на тот мир, который мы наблюдаем. И если она оказывается похожей, то на ней можно отлаживать алгоритмы. Поэтому это допущение не кажется сильно идиотским. Давайте действительно отправим какие-то ребер, вот здесь ребер из новой вершины в тех предшественниц, которые уже были построены на предыдущих шагах. Ну и так дальше. Добавляем вершину, и из нее тоже какие-то ребер отправляем. Вот такой вот бесконечный итерационный процесс, в рамках которого строится некий случайный граф. Почему случайный?
Потому что нам нужно выбрать цели, мишени, так сказать, таргеты, да, для вот этих вот ребер, которые m штук, и мы отправляем. Вот тут возникает тонкость. Тут надо тоже выбрать какое-то правильное вероятностное распределение. Мы не знаем заранее, что сделает новый сайт при своем появлении на свет. Мы не понимаем, как именно он выберет свои целей среди предшественниц. Но мы хотим реализовать вот эту гениальную идею, которая зашита, так сказать, в психологии человеческой. Мы предпочитаем ориентироваться на то, что уже достаточно хорошо известно. И очередной сайт, появляясь на свет, он с большей вероятностью процитирует ту вершину, которая имеет большую степень, с меньшей вероятностью процитирует ту, которая имеет меньшую степень. То есть он предпочтет сослаться на уже хорошо процитированного и не очень предпочтет на того, кто мало процитирован. Вот такая вот идея. То есть просто увязать вероятность присоединения очередного ребра к какой-то вершине со степенью этой вершины. И дальше начинаются вопросы о том, как это фактически с точки зрения математики реализовать. Вот любопытно, что Барабаши и Альберт в этом месте допустили какую-то оплошность. По большому счету, это их, ну, в общем, ошибка. То есть они сказали, все, мы описали модель. Ну как же они описали модель? Это целый класс моделей. Тут есть масса вопросов о том, как, например, действовать. Можно взять, отправить одно ребро с вероятностями пропорциональными степеням вот тех вершин, куда оно отправляется. Но ведь как только вы его отправили, оно процитировало кого-то из предшественниц, и у этого товарища степень-то поменялась. И тогда, когда вы отправляете следующее ребро, вы же можете ориентироваться на эту измененную величину степени, или, может быть, вам не ориентироваться на это, ведь все-таки этот сайт не знает, поменялась там степень или нет. В конце концов, это только он поменял эту степень. С какой радости-то это учитывать? То есть тут есть масса вопросов. Тут математической реализации пока нету. А с какого графа стартовать? Вот почему-то Барабаш и Альберт очень неряшливо к этому вопросу отнеслись. Идея прекрасная. И она действительно, как ни странно, удивительным совершенно образом работает. Она улавливает и тесноту мира. Она улавливает и степенной закон распределения степеней вершин. Но только надо здесь произвести конкретизацию все-таки. Какая именно строгая математическая модель рассматривается. А идея очень глубокая. Она работает. Так вот, я вас еще немножко развлеку, товарищи. Было два математика. И они тоже, слава богу, ныне здравствуют. Очень крутые товарищи. Но развлекает следующее. Значит, они подвергли критике, конечно, вот такую реализацию, в которой нет математической конкретики. Но развлекает не это. Развлекает то, как их зовут. Значит, помните, Барабаш и Альберт, да? Я там долго рассуждал про какие-то гендерные особенности. Вот, здесь другое. Главного критика физика Барабаши зовут Балабаш. Барабаши и Балабаш. Вот Балабаш, не Балабаши. Это очень забавно. Он тоже венгерского происхождения, он очень крутой математик, очень известный. Кстати, много раз бывал на физтехе. Я его приглашал, он очень любит здесь бывать. Вот. Очень крутой математик, один из классиков теории случайных графов. Он прям вот здесь выступал, говорил, ну, Барабаши, я ему говорю, ну ты же не понимаешь, ну я твоим студентам уже объяснил, а ты все не понимаешь. Такой тоже горячий венгер, тоже венгерского происхождения, у него основное место работы Кембридж. Вот. Ну, в Америке у него тоже есть позиция в Мемфисе. Вот. Ну и с Барабашем он, конечно, часто пересекается. Так вот, они немножко собачатся как бы по науке. Вот. А второго товарища зовут Риордан. Это ученик Балабаша. Ну, так же, как, по-видимому, Альберт на самом деле является ученицей Барабаши. И именно поэтому на самом деле их порядок фамилий такой, а не потому, что моя вот шутка правильная. Вот, Балабаш и Риордан. Тут в порядок фамилий был именно алфавитный. Риордан сейчас работает в Оксфорде. Все очень крутые товарищи. Вот они в 2000 году, буквально через год после появления статей Барабаши и Альберт, Балабаш и Риордан, написали математическую работу, в которой конкретизировали очень аккуратно вот эту идею. Ну, смотрите, друзья, конкретизировать ее совсем аккуратно, это требует времени, и я опасаюсь кокнуть, поскольку я все-таки не наблюдаю глаз вот по ту сторону. Не могу вас переспросить, не надо ли мне изменить темп рассказа, да, может быть, надо где-то притормозить, не гнать. Поэтому давайте я не буду сейчас конкретизировать модель
Балабаша и Риордана, это все-таки заняло бы минут 20, если я хочу достаточно понятно рассказывать, я лучше это сделаю когда-нибудь в другой раз, когда мы с вами еще обязательно встретимся в течение всего этого замечательного года, в рамках которого будут происходить многочисленные мероприятия, посвященные ICPC, вот этой великому соревнованию, которое сейчас организуется на площадке нашего замечательного физтеха. Я вам все это расскажу, но давайте я, наверное, сформулирую те результаты, которые получаются, если конкретизировать модель так, как это сделали Балабаш и Риордан. Это тоже забавно. Значит, теорема 1 звучит так. Диаметр случайного графа, построенного в рамках предпочтительного присоединения на основе идеологии Балабаша и Риордана, значит, этот случайный граф с высокой вероятностью, то есть с вероятностью, которая стремится к единице при вот этом n, стремящемся к бесконечности, ну, при n порядка миллиарда, это уже очень близко к единице. Так вот, с вероятностью близко к единице, этот диаметр, товарищи, примерно с точностью до мелочей равен, ну, это тоже может, кстати, кокнуть кого-то, кто еще не знает, что такое логарифм, но я все-таки напишу логарифм натуральный n поделить на повторный натуральный логарифм n. Опять же, если кто-то из слушателей еще не изучал вдруг логарифмы, я скажу, в чем пафос. Дело в том, что даже если вы не знаете, что такое логарифм, вы можете его посчитать с помощью компьютера или с помощью калькулятора стандартного, на котором есть эта функция. Так вот, вы возьмите, например, 2 умножить на 10 в 7 степени вершин, которые имели место, когда Барабаши и Альберт первое наблюдение свое в 1999 году проводили. И подставьте вот сюда. Ну, просто ткните на кнопочку, да? 20 миллионов логарифм натуральный. А здесь ткните на кнопочку дважды. Взяли 20 миллионов, взяли логарифм, а потом от полученного числа еще раз возьмите логарифм и разделите одно на другое. И вы увидите, что получится 6. Ну или там 5,96. И это не может не впечатлять. То есть вот утверждение, которое им удалось доказать для некоторой конкретной реализации модели Барабаш и Альберт, оно прямо вот такое, прямо в самую тютельку. То есть эта функция это растущая, но просто при тех объемах интернета, которые мы сейчас имеем, вполне себе укладывается в те 6 рукопожатий, которые мы наблюдаем. Ну и вторая теорема, которую им удалось относительно своей модели доказать, это что вот это вот распределение степеней вершин, количество вершин степени d в их графе, если его поделить на общее количество вершин в этом графе, то с высокой вероятностью, ну то есть опять с вероятностью, которая там стремится к единице и так далее, почти для любого графа, который на вас капнет из тучки, да, эта штука примерно ведет себя как некоторая константа, которую можно искать так же, как я рассказывал вот только что, когда объяснял третье свойство, поделить, ну, тут будет небольшое разочарование на d не в степени 2,3, а на d в кубе. Но это тоже степенной закон, и это уже очень круто. Значит, последнее, что я скажу, видно, что вот здесь фантастическое попадание. Здесь попадание не совсем, но тем не менее уже очень близко. А больше того, как я говорил, интернет похож на многие другие сети, там просто разные вот эти чиселки. Экономические, биологические, социальные и так далее. Там вот эти чиселки другие. И возникает вопрос, а нельзя ли как-нибудь подтюнить модель Балабаша и Риордана так, чтобы вот здесь стояла та чиселка, которая вам нужна в зависимости от сети. И люди тоже научились это делать. И про это я тоже с огромной радостью могу рассказать. Есть обобщенные модели, называется модель Бакли-Остгуса и масса других моделей, которые вслед за ними получались. Мы сами придумывали эти модели. В общем, друзья, тут огромный непочатый край работы, очень интересный. Я могу рассказать о том, как это применялось прямо вот на практике, как искали с помощью этого спам, классифицировали сайты и так далее. В общем, это огромная большая деятельность, в которую я с радостью многих из вас готов пригласить. Это далеко не все, чем мы занимаемся в области теории графов, но это вот одна из моих тоже любимых тем. Поэтому милости просим в нашу вот эту вот замечательную годовую историю физтеха ICPC. Будем очень рады, если вы активно поучаствуете в челлендже, который будет 27 июня. Ну, может быть,
Вот скоро вас порадуем еще чем-нибудь вокруг вот этого. Спасибо.